Майкл Паттерсон, 38-летний полицейский штата, превыше всего ценил свою работу офицера полиции. У Паттерсона была нелегкая жизнь. Его мать заботилась о нем в одиночку из-за внезапной смерти отца всего за пару месяцев до его рождения. Им всегда было трудно сводить концы с концами, не говоря уже о социальном давлении, которому подвергалась его мать, чтобы не выйти замуж повторно и не стать единственной независимой матерью-одиночкой в округе. Возможно, по этой и многим другим причинам, когда пришло время выбирать, чему он хотел учиться, Майкл не сомневался в том, каким будет его выбор. «Я хочу быть полицейским, мама. Я буду полицейским и всегда буду заботиться о тебе». Но мы рассказываем вам эту историю не для того, чтобы узнать, почему Паттерсон стал полицейским, и не для того, чтобы рассказать о том, как сильно он любил свою работу и каким хорошим офицером был. Речь идет о том, какой капризной может быть судьба и какие повороты бывают в жизни. Возможность объединить пути двух людей, которые никогда раньше не встречались. И что эта встреча станет поворотным моментом в их жизни, который они никогда не забудут. Однажды тихим летним утром Майкл обнаружил кое-что, когда останавливал транспорт в одной из самых популярных точек города. За свою карьеру Паттерсон совершил 1000 остановок транспорта по всему городу. Это не было его любимым занятием, но это было частью его работы, и он выполнял ее без жалоб. На самом деле, он был одним из полицейских, у которых в послужном списке было больше всего штрафов. Всякий раз, когда он видел, что водитель делает что-то, чего ему не следует делать на дороге, он быстро останавливал транспортное средство и в большинстве случаев выписывал ему штраф. Большинство выписанных им штрафов были за превышение скорости и непристегнутый ремень безопасности. Однако в то утро билет, который он собирался выписать, сильно отличался от всех предыдущих. На самом деле он не стал его выписывать, потому что когда он собирался это сделать, его ждал один из самых больших сюрпризов в его жизни. Через пару часов после прохождения контрольно-пропускного пункта Паттерсон заметил белый БМВ, ехавший по соседней полосе. Но внимание полицейского привлекла не скорость, с которой ехала машина, и не то, был ли водитель пристегнут ремнем безопасности. Все дело в тонированных стеклах, которые значительно превышали допустимые в штате Техас нормы. Увидев это, Майкл удивился, как это водителю удается видеть сквозь такие темные стекла, поэтому он поспешил остановить автомобиль, чтобы водитель или кто-либо другой на дороге не пострадал, если тонировка повлияет на зрение водителя. Невероятно, что все еще есть люди, которые не понимают, насколько опасным может быть использование тонированных стекол. «Вы же ничего не видите через эти окна, рано или поздно вы попадете в аварию», – воскликнул недовольный полицейский, сворачивая за машину, чтобы остановить ее. В белой машине он поспешил съехать на обочину, как только понял, что его подрезает полицейская машина. Когда он выходил из машины, водитель выглядел немного раздраженным и, казалось, не понимал, почему полицейский заставляет его остановиться. «Почему вы меня останавливаете, офицер? Я ехал со скоростью всего 50 км в час. Мне кажется, что на этом участке дороги можно разогнаться до 80 км в час. Я не нарушал никаких правил. Я ошибаюсь». «Его...» – сказал мужчина, немного раздраженный, но ни разу не потерявший своих манер и державшийся очень вежливо. Это был крупный взрослый мужчина в возрасте от 50 до 60 лет, а может и больше. Он не показался Майклу человеком, который собирался доставить ему неприятности и хотел ввязаться в спор о том, почему ему выписали штраф. Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать вдохновение от этих реальных историй каждый день. Итак, вернемся к истории. Майкл не хотел, чтобы у него возникли проблемы, поэтому он быстро сообщил водителю о причине, по которой он его остановил. Это привело водителя в замешательство.
Действительно ли это противоречит правилам – иметь такие тонированные стекла? Клянусь, я понятия не имел. Я чувствую себя так глупо. Я всю жизнь проработал в правоохранительных органах, понимаете? Я должен был знать, что это запрещено. Возможно, это связано с возрастом. «Пожалуйста, простите меня», – сказал водитель, чувствуя себя немного подавленным из-за допущенной ошибки. То, что этот человек был офицером полиции, удивило Майкла, и он начал видеть этого человека в совершенно ином свете. «Ты был полицейским, не так ли?» – спросил его Паттерсон, очень удивленный. «Правильно, мой мальчик. Я прослужил в полиции более 30 лет. Вот почему мне так неловко, что другому полицейскому пришлось остановить меня, чтобы предупредить об этом. Я нарушал закон». «О, какая это катастрофа! Стареть!» – сказал мужчина, забавляясь, и схватился руками за голову. «Не волнуйся, когда я буду в твоем возрасте, я уверен, что тоже буду совершать ошибки. К тому же это не так уж и важно. Важно то, что ты знаешь об этом сейчас и можешь это исправить», – ответил Паттерсон, снимая серьезность вопроса. Внезапно двое мужчин стали чувствовать себя гораздо комфортнее, и то, что поначалу должно было быть чем-то неприятным и полным технических формальностей, в конечном итоге превратилось в приятную дружескую беседу, потому что они оба еще не подозревали об этом. Но эта первая встреча стала началом долгой и крепкой дружбы, которая, возможно, уже началась раньше, задолго до того летнего утра на дороге. Оказалось, что этого человека звали Мэтью Бейли, и он был одним из лучших полицейских своего поколения. Что-то, что привлекло внимание Паттерсона еще больше, и он не мог не узнать побольше о таинственном человеке, которого он собирался найти. Во время разговора Майкл узнал, что Мэтью работает полицейским в другом городе, недалеко от этого места. Выяснилось, что Мэтью был полицейским в городе Пискотауэй, где Митчелл вырос и жил, пока не стал подростком, и где до сих пор проживала его мать. «Вы были офицером полиции Пискотауэя? Там живет моя мать. Но я родился и вырос там вместе с ней, пока не получил диплом полицейского и не был переведен сюда». «Какое совпадение?» – взволнованно сказал ему Паттерсон. Но теперь Бейли была заинтригована. Внезапно что-то в его лице изменилось, и он, казалось, что-то вспомнил, когда посмотрел на Паттерсона более внимательно. После короткого молчания, которое Паттерсон не совсем понял, Мэтью спросил Майкла, когда он родился, и Майкл сказал ему, что родился в 1991 году. Услышав это, Мэтью захотел получить дополнительную информацию. Он вспомнил инцидент, произошедший около 30 лет назад. И у него возникло ощущение, что Майкл имеет к этому какое-то отношение. «Возможно, мой вопрос покажется странным, поскольку мы только что познакомились, но не могли бы вы сказать мне, в какой день вы родились?» 1991 год. Мне нужно уточнить кое-что, что произошло в том году. Осторожно спросил мужчина. Когда мой защитник сказал Мэтью, что он родился 5 октября 1991 года, Мэтью спросил его, на какой улице он вырос. Майкл недоумевал, к чему все эти вопросы, но, не колеблясь, сказал ему правду. Паттерсон рассказал Мэтью, что он вырос на Поплей-стрит и что на самом деле он тоже родился там, потому что его мать родила его преждевременно дома. «Знаете, я чуть не умер. В наше время мало кто может сказать, что родился дома, но я родился. Почему вам так важно это знать?» Заинтригованный спросил Паттерсон. Услышав ответ Паттерсона, Мэтью чуть не шокировал агента своим радостным криком. «Это вы! Я сразу понял, что это вы, поскольку вы сказали, что родились в 1991 году. Что-то в вас показалось мне знакомым. Я полицейский, который помог твоей матери родить сына. Я спас тебе жизнь, Майкл!» – взволнованно воскликнул Бейли. Такой поворот событий лишил его дара речи.
Менее. Паттерсону потребовалось несколько секунд, чтобы переварить полученную информацию. Внезапно человек, который привел его в этот мир, оказался перед ним. И подумать только, что всего чуть меньше часа назад он подумывал о том, чтобы выписать ему штраф. В то время я был еще новичком. За плечами у меня было всего 3 года службы в полиции. Во время патрулирования я получил экстренный вызов на По-Плейс. Мне сказали, что у молодой женщины по имени Карен начались схватки и, возможно, она не сможет дождаться скорой помощи. Я, недолго думая, направился к дому, чтобы помочь ей. На тренировках нас готовят к такого рода чрезвычайным ситуациям. Но ты никогда не думал, что тебе придется иметь дело с таким. Тем более, когда ты прослужил на службе всего 3 года. Но я был там, рядом с твоей матерью, готовый ко всему. Взволнованно объяснил Бейли. Майкл был в шоке, внимательно слушал его и пытался собрать всю информацию. Когда я вернулась домой, я знала, что мне предстоит принимать роды. Малыш. Большинство агентов за всю свою карьеру ни разу не принимали родов, и мне пришлось сделать это всего через 3 года работы. Я был в ужасе, но не твоя мать. Она кричала от боли, но так сильно хотела встретиться с тобой, что ей было все равно. Она объяснила мне, как ей помочь. Это было так волнующе. Я никогда больше не испытывал ничего подобного. Я не отец. Я никогда не был женат. Так что можно сказать, что твое рождение стало для меня самым близким к отцовству опытом. Он признался, очень взволнованный. Я чуть не расплакался. Ребенка, которого Мэтью принял в тот день, звали Майкл. Подрастая, Майкл слышал истории о том, как его принимал офицер полиции, и гордился этим. Отчасти поэтому он и захотел стать офицером полиции. Но он никогда не думал, что встретится с этим человеком, да еще таким странным образом. Я обязан тебе жизнью. Моя мама столько раз рассказывала мне о тебе. История моего рождения была широко известна среди моих родственников и друзей. Когда я был маленьким мальчиком, некоторые люди называли меня «чудо-малышом», и все это благодаря тебе. Если бы не вы и ваша помощь, моя мама могла умереть во время родов, и меня бы здесь не было. «Какая огромная радость», – сказал Майкл, тоже очень взволнованный, со слезами на глазах. «Ты все еще хочешь выписать мне штраф?» – в шутку спросил Мэтью. Майкл расхохотался и крепко обнял его, навсегда скрепив их дружбу. Узнав, что Мэтью – человек, который произвел его на свет, у Майкла не хватило духу оштрафовать его. Он был уверен, что Мэтью сам позаботится о тренировке и был рад наконец-то познакомиться с агентом, который помог ему появиться на свет. Без Бейли он никогда бы не стал тем, кем был. Он был обязан ему всем, и теперь мог поблагодарить его за это. Без сомнения, это была самая важная остановка транспорта за всю его карьеру. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить нам комментарий, выражающий ваше мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Спасибо вам за сотрудничество.